Всем привет! В данном ролике рассмотрим особенности катания на вейкборде. Для небольшой лодки мощность двигателя должна быть не менее 30 лошадиных сил. Меньше катание практически невозможно. Или возможно, но на очень маленькой скорости и с большими оговорками. Кататься можно начинать примерно с 10 лет. Все зависит от физической подготовки спортсмена. При холодной погоде обязательно потребуется гидрокостюм. Также нужен жилет для того, чтобы при падении соблюдать меры безопасности. Меня спрашивали очень много, что нужно для катания на вейкборде на лодке ПВХ. Вот мы видим лодка, это лодка Silverado 360. Она для катания, скажем так, практически идеальная. Она достаточно компактная, легкая, при этом выдерживает мотор 30 лошадиных сил. Мы видим транец 35 миллиметров. Так, для катания мы используем вот такой вот трос специальный. Он на конце имеет рымы. Не рымы, а карабины. Соответственно, эти карабины цепляются к рымам, вот к таким. Справа и слева с лодки, от лодки. Вот. А на конце вот этого троса имеется вот такая вот уздечка. Эта уздечка позволяет самому фалу свободно ездить вот так, туда-сюда. И, соответственно, лодку не ведет, легче управлять намного. Сейчас вот товарищ, он новичок, пытается выйти. Так, для начала, когда мы заводим мотор, мы держим трос, держим вот так в руке, чтобы трос не попал под винт. Вот. Заводим мотор, заводим движок. Прогреваем его обязательно. Дальше начинаем натягивать трос. Натягиваем, потом отпускаем. Так, вот здесь вот немножко я ошибся. Чуть-чуть. Смотрим, чтобы он не попадал под винт. Обязательно на нос сажаем балласт. Это помогает выйти на глиссер. Балласт сидит на носу. Натягиваем. Садимся в удобное положение. Желательно одеть чеку. Держи, Сережа. И... все. К сожалению, первая попытка не удалась. Ну, посмотрим, что будет дальше. Так, вот мы видим вейкборд. Сандали у него универсальные. То есть они подходят на ногу там до 47 размера. Для катания используем вот такой фал специальный. Он метров 30, сейчас уже не скажу, сколько он длины. Также данный фал подходит для катания на ватрушке. Вон ватрушка лежит, вон еще вторая ватрушка плавает. Вот, ватрушка, вот этот просто фал отцепляется, вот эта часть. И вместо нее, вместо этой ручки приделывается ватрушка. Так. Я использую 14 винт. Ну, вообще, конечно, легче выходить намного на винте более низкого шага. В частности, вот для этого мотора хорошо подходит 12 винт. Но на 14 винте просто скорость намного больше получается. Смотри, ты вот так, а тебе надо вот так, понимаешь? Ага. Если ты идешь вот так, тебя поднимать не будет. У тебя вот так должна быть доска. Понял. Вот как бы, если ты, смотри, ты сам, я просто не могу точный угол тебе сказать. Твой угол именно вот ты должен собой чувствовать. Если ты чувствуешь, начинаешь поднимать, значит правильный угол. Но если ты вот так будешь держать, ты не поедешь никуда. Вот. Твоя задача вот так, как можно вот, даже не 45 градусов, а еще больше. Вот. И если ты вот начинаешь, чувствуешь, что ты начинаешь подниматься, но не поднимаешься. Соответственно, ты должен сделать
Подтянуться. Ну, чтобы твоя задача, понимаешь, пока у тебя доска вся, пока твое тело под водой, ты не поедешь. То есть твоя задача из этого подняться. Сначала выйти, потом уже брать в сторону, да? Да, но я так делаю. Саша, я не знаю, как он сейчас делает. Раньше он, когда маленький был, он сразу поворачивал. Сейчас он тяжелый, я уже не знаю, как он выходит. Я выхожу вот так. Просто я говорю, как я выхожу. Я вот еду, смотри, еду. И когда я чувствую, что уже доска поднимается, я просто рывком, как, знаешь, как на турнике, подтягиваюсь и поехал. Понял. Если не получилось выйти, вот так плывем вокруг и даем трос катающемуся еще раз. Пока у него не получится выйти. Делаем круг, чтобы трос не зацепился за винт. Так, даем трос катающемуся. О! Катающийся никак не может начать кататься. Так, поднимаем трос из воды, дабы он не попал. Существует два способа выхода. Первое – это подъем прямо из воды. Этот способ более тяжелый, потребует хорошей физической подготовки. Также нужна определенная техника. Чем тяжелее катающийся, тем сложнее ему будет подняться. Для выхода нужно поставить доску поперек движения лодки, сгруппироваться и максимально отклониться назад. То есть центр тяжести должен быть всегда позади доски. После выхода уже разворачиваем доску по ходу движения и уже начинаем ехать. Так, сейчас Сейчас у нас такой способ выхода на вейкборде. Может, так делали? Вот. На самом деле это реально удобно. Еще когда холодно, ты же, Саша, ты же не погружаешься. Короче, смысл в чем? Натягивается трос, я даю полный газ, и райдер без погружения. Но там главное, чтобы Сереж, сядь на нос. Важно, чтобы на толкающей лодке был противовес. Вот, сядь. Держись за веревочку. Держись вот так за веревочку. Так, отталкиваемся меня. Второй способ, он более простой. Это старт либо с другой лодки, либо с пирса, либо с крутого берега. Этот способ намного легче. Можно стартовать прямо без погружения в воду. Рассмотрим ошибки, которые не позволят вам начать кататься. Первое – это недостаточная мощность лодочного мотора. Второе – это слишком большой вес или плохая физическая подготовка спортсмена. Третье – это неправильный шаг винта. Четвертое – невозможность лодки выйти в режим глиссирования из-за неправильной развесовки груза, который находится в лодке. То есть на носу лодки всегда желательно размещать какой-то либо балласт, либо дополнительного пассажира. Пятое. Непонимание техники самого выхода из воды. И в дополнение, у кого все-таки не получается начать кататься, или кто еще слишком мал по возрасту, всегда есть веселая ватрушка.
Всем спасибо за внимание и всем пока. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки. До новых встреч.